Привет, мои дорогие друзья! Смотрите, опять получилось нам получить доступ к видео с украинскими военнопленными. Вы знаете, что мы успешно очень находим украинских военнопленных. Тех военнопленных, во-первых, которые не находятся вообще ни в каком статусе, их родственники их найти не могут. Некоторые родственники их уже, к сожалению, похоронили, но не сдались при этом. Писали нам и... знаете, кто ищет, тот обрящет. И нашли своих родственников, они живы, они в плену, и слава Богу. Имею в виду, слава Богу, что живы, конечно, и, может быть, скоро из плена они там освободятся. Их обменяют или там еще какие-то будут причины. Что меня заинтересовало очень сильно? Вы, конечно, слышите постоянно по поводу того, что мы сейчас проведем контрнаступление, вот сейчас мы готовим наступление, мы не только это заберем, но мы еще и Крым захватим и так далее и тому подобное. Да? И вот я слышу постоянно про наступление, про контрнаступление и про 500 тысяч новых каких-то резервистов и про миллион. Вы слышали, да, и Резников рассказывал про миллионную армию, потом отнекивался. Суть в том, что вот это видео, что я сейчас вам покажу, я не понял сначала. То есть я переслушал, когда я его получил, я думаю, да, что-то не то. Переслушал, потом перепроверил. Это военнослужащие Вооруженных сил Украины. Если вам покажется что-то странным в это видео, после него еще обсудим. Меня зовут Бевцик Василий Юрьевич, Черновицкой области, Кисманский район, села Давыдовцы. Последние 6 лет проживал в Мариуполе. Не работал, у меня инвалидность, 3-я группа инвалидности, и получал пособие. 24 февраля меня мобилизировали пограничники. И так вместе с госпиталем меня контузило, и я попал в плен. Должны были на ВПС смотреть, патрулировать, море смотреть. Нас с первого же дня туда сняли, и в Мариуполе были на банке из красного кирпича, я не знаю, как он называется. Он, наверное, уже давно не рабочий. Нам никто задач не ставил, так я и не понял наших задач. Мы отступали, на заводе меня контузило, когда послали госпиталь прикрывать. И я сам же очутился в госпитале. Как комментировать, не знаю. Канюшев Вильдан Гадиевич. Год рождения 19.01.63 года. И мобилизован, резервист. В мои обязанности входило, был призван Мариупольским военкоматом, приписано в территориальную оборону, и нас в количестве 10 человек отправили на Мариупольский военный госпиталь. В нашу задачу входила охрана, наряды на воротах, охрана складов ГСМ. Никак нет, это ненормально, и считаю, что этот возраст уже не подходит для несения военной службы. Плюс, та картина, которую видел, она неприемлема для меня, это очень тяжело. Борисюк Борис Матвеевич. Зарегистрирован я город Луцк, Волынская область. 36-я бригада морской пехоты, А-2802. 26 числа мы с нашей бригадой попали на Азовмаш завод. Там мы пробыли, где-то до 12 числа, 12 апреля. Мы там были в котле, без запасов еды, без запасов вооружения. Мы там были сами по себе, и с младшими командирами. Мы сперва думали, что нам кто-то поможет, кто-то так держались до последнего, когда уже не увидели, что уже все, уже 501 батальон отдельный сам набрали смелости, это все, ушли. Решили нам командиры сказать, что давайте прорыв, нас там все будут ждать, там
И ерунда там, господи, все, пособирались, мы сели в машины, все полностью, все там будет хорошо, все там договоренно, мы действительно поверили. И поехали. Нас там ждал огонь. Столько трупов наших бойцов я не видел. Наши так званые командиры в это время хотели просто удрать на БМП. Милые мои, дорогие родственники, да, сыны, внук, внуця, жены мои, любимые, племяш мой, Саша, допустим, жив, здоров, нахожусь в плену, не обижают, кормят. Надеюсь, скоро встретимся, если все так будет, все нормально. Меня зовут Сигарев Владимир Викторович. Я военнослужащий украинской армии. Желание было как бы собственное из-за того, что на работе постоянно происходили, поначалу были задержки с зарплатами, потом я перешел на другую работу. Вроде бы платили сначала хорошо, все хорошо, но потом нам сказали, что работы как бы нету и берите отпуск за свой счет. И так продолжалось на протяжении месяца, потом неделю работаем, опять получается отпуск за свой счет. И так оно продолжалось. Тут как бы по слухам одного, второго человека, знакомых, говорит, если хочешь сохранить работу свою, иди на контракт и таким образом будешь получать зарплату, и работа твоя останется за тобой. Ну, решил сделать такой выбор. В первую очередь я как бы не думал, да и по возрасту не подходил в военнослужащих, каких-то там боевых подразделениях, да, ходил как на подхвате, как бы по возрасту никто меня не трогал. Одним словом, ходил в наряды раз в неделю там, и с 5 до 8, с 8 до 5 рабочий день, пошли там траву порвали, там покосили, развернулись и домой. Как бы вот такая вот работа заключалась. Шли на Азовмаш, когда началась война. Мы там стояли, расселили нас по бункерам, по подвалам. Мы там сидели. Ну и были до тех пор, пока уже наши командиры сказали, что ни еды, ни воды, ни боеприпасов у нас уже нет, ничем обороняться у нас нету. То есть вам есть выбор такой предоставляется, или же кто хочет прорывается с боем, или сдаемся в плен. Ну, в итоге все сдались в плен. Климнюк Сергій Владимирович, в ряди Вооружених сил України я попав 23 марта 2018 году. Визвали воєнкомат і прикомандували мене до воїнської частини в город Маріуполь, Ніколаїв, А2802. Заключив контракт на 3 года. В течение прохождения службы года вызвали меня опять в финчасть и сказали, что продлили контракт еще мне на год. Да, без мого відома, без нічого, я навіть не знав нічого. Сказали прийти в підвал, я спустився, розписався, виходить так, що я підписав собі контракт ще на 3 роки, так як я вже ще год вже прослужив. 2 дня днем ми сиділи в посадці, ночью ми йшли. Не кушать ничего у нас не было. На 2-й день мы дошли до речки попить воду. Попили воду над головой, над нами. Услышали звук летающего аппарата, дрона. Через 10-15 минут к нам подъехала машина военная, БТР и Л-200. Сказали, поступила команда нам поднять руки и сдаться. Что мы сделали? Подняли руки и сдались. Мельниченко Олег Иванович.
Заключил контракт на 3 года. Бригада заходила в сектор. И по приказу я вместе с бригадой попал на передовую. Сдался в плен. Были попытки на прорыв, но это бессмысленная попытка. И сдался я военнослужащим в плен. Дорогие мои родственники, я жив-здоров, нахожусь в плену. Со мной все хорошо, скоро встретимся. Да, вот, друзья, вот я в своем частном канале, телеграм-канале, да, я там, бывает, анонсирую видео, которые будут выходить, вот, загрузил кусочек этого видео и спросил: ребят, как вы думаете, что тут не так на этом видео вот с этим военнопленным? Ну, и большинство ответов были правильные в телеграме. И я просто вот смотрю, ну, знаете, как в старину было, там по 20 лет люди служили. То есть я вот смотрю на некоторых солдатиков и думаю, может, он вот как ушел в это самое, дай бог памяти, 72-м, может, он и как бы и оставался там, но нет же. Нет, они называют даты, когда они туда идут, знаете. А я смотрю на некоторых ребят, без обид. Вот если бы вот это вот не было так страшно, то ну, было бы немножко даже смешно. Я смотрю на некоторых ребят и понимаю, что для них там лозунг «Батька мой Бандера» может быть даже и не лозунг, знаете, или может они даже с ним знакомы были. Что это значит и как это коррелируется с постоянными заявлениями о том, что мы сейчас соберем 500 тысяч армию, 1 миллион армию. Я понимаю, что там ловят, когда на пляжах ловят, там в горах уже ловят, уже здесь такое не ловят. Но если так много ловят, почему, ну как бы я не понимаю, из кого будет состоять вот это вот 500 тысяч, миллион, о которых рассказывает генералиссимус и его свора. Это что? Вот это что вообще? Причем, что вы понимали, это видео просто в рамках видео с военнопленными. У меня еще будет множество такого рода видео. И вот на то, сколько им лет, даже никто не обратил внимания. Это я обратил внимание. Я посмотрел и говорю, кто это? Ну, оказалось вот так. Все, родным и близким этих славных воинов поздравляю, они живы. Ну и вы, возможно, их увидите в ближайшее время, да. Чтобы здоровье, главное, было крепкое у всех, и все. Давайте.